Всем привет! Сегодня будет видео интересное очень, по крайней мере для меня. И, как я уже успела выяснить, для многих людей в чате. Вернусь к квартирам, давно я к ним не возвращалась. Так вот, видео сегодня будет про сравнение нового жилья и старого жилья в городе Мерсин. С вами канал Мерсиане, это я, Динара, приветствую вас, усаживайтесь поудобнее и давайте обсудим. Попыталась сделать это видео в формате говорящей головы, но, естественно, буду делать вкрапления, вставки необходимые, которые вам помогут проиллюстрировать то, о чем я собираюсь говорить. Почему затронула эту тему именно сейчас? Во-первых, потому что на сегодняшний день у меня уже многие мои знакомые спрашивают, во-первых, про то, как мы устроились в Мерсине, как мы живем, а как там квартиры и много-много-много сопутствующих вопросов по поводу приобретения либо аренды. Естественно, все хотят попробовать пожить в лучших для себя условиях, и присматриваются к городу. Несколько знакомых уже даже приезжала, и я немножко помогала им при осмотрах квартир. Просто перевести, подсказать что-то и так далее. Еще раз напоминаю о том, что я не риэлтор, что я не помогатор, я не беру за это денег, а просто от чистого сердца, как говорится, помогаю только своим знакомым. Прежде всего, почему мне было интересно записать эти видео, потому что на сегодняшний день я не смогла, конечно, посчитать, но я знаю, что я уже отсмотрела порядка 150 квартир в Мерсине. Это много, это реально много. И как мне многие мои знакомые говорят, тебе пора уже в риэлторы. В этом видео я попытаюсь обсудить с вами и плюсы, и минусы старого жилья. И коснемся мы конкретно по пунктам много чего. Коснемся как и внутреннего устройства квартиры, так и устройства его территории и некоторых таких коммуникативных моментов. Это коммуникации проложенные, то есть это электричество, это водоснабжение и это газификация. Соответственно, что на сегодняшний день я успела заметить, отсматривая как старый фонд, так и новый фонд. Если в начале, когда мы искали жилье, мы преимущественно ориентировались на новый жилой фонд, то есть недавно построенный, не больше, знаете, буквально 3 лет, то в последнее время я начала присматриваться и к жилью, которое чуть-чуть постарше. Это 5-10 лет и даже 10 лет-15 лет. Давайте изначально сравним такой пункт, как локация. То есть где жилье расположено. Чем старше жилье, тем в более вкусных, скажем так, местах оно стоит. Если вы приглядитесь к первой береговой линии, то там практически вы не встретите нового жилья. Практически очень мало домов новых находится именно на первой береговой линии и даже на второй береговой линии. Поясню почему. Потому что она застраивалась первее всего. Естественно, на самых лучших местах первые дома строят, потом город начинает от них разрастаться в разные стороны. Соответственно, эти же дома, они остаются уже старым, тихим, уютным центром. Во-вторых, поскольку эти дома послужили градообразующим началом, естественно, мэрия больше всего средств в течение всех этих лет затрачивала именно на обустройство и содержание этих районов. И это видно на самом деле, ребята. Если вы пройдетесь по районам таким, как Мендерес, как Виран-Шехир, как Фатих. Показать о набережной района Мезитли, а в частности захвачу 2 района Мезитли, такие как Виран-Шехир и Фатих. Сейчас я нахожусь на набережной, которая находится еще на стороне микрорайона Фатих. Здесь, в принципе, начинается та самая набережная, которая идет до Марины. Она очень красивая, живописная, хорошо благоустроена. Мы, если хотим прогуляться по набережной, мы часто выбираемся сюда. Именно сюда, потому что здесь нам нравится своей живописностью. Очень красивая инсталляция, вот здесь вот, с которой начинается район Виран-Шехир. В принципе, там видно, что там очень тихо, там очень уютно. К сожалению, с течением времени, естественно, и этот район не обошли, скажем так, мелкие разрушения, как-то там где-то асфальт вздыбился, например, не то что вздыбился, а его, скажем так, перекопали, но что я хочу заметить, исправляют там, в принципе, достаточно быстро ситуацию. Во-вторых,
Мне хочется похвалить реально управленцев этих районов. Там чисто. Мне очень нравится Мендерес, я уже который раз об этом говорю. Это очень чистый район. Он очень зеленый, он уютный, и он тихий. То есть там, в принципе, практически, да, насколько я поняла, общественных учреждений нет как таковых. А что значит наличие общественных учреждений? Да, это, конечно, удобно, когда тебе не надо в другой район или там через 2 района ехать в Белидие там, или управление образования и так далее. Но при этом задумайтесь, если есть здесь общественное учреждение, значит сюда стекаются толпы народу, которым нужно что-то в этом учреждении. А это что означает? Что элементарно там будет грязно, там будет мусор, там будет разбито, например, разбитый бордюр, разбит кое-где асфальт. Все почему? Потому что, естественно, оно большему износу подвергается, правильно же? Старые дома, как правило, хорошие старые дома, они расположены в очень хороших локациях. Например, я даже не стану скрывать, у нас сейчас нет машины, и мы даже раздумали покупать ее в этом году в силу объективных причин. Из-за того, что элементарно нормальных машин мало, то, что мы хотим, стоит здесь космически дорого, не так, как в наших странах исхода, где мы могли себе позволить, в принципе, нормального среднего класса машину. Здесь она нам обойдется в 1,5 раза как минимум дороже. Поэтому сейчас мы приняли для себя решение остаться пока без машины, не знаю, насколько нас хватит, но нас вполне устраивает время от времени брать в аренду машину и делать все свои дела, которые нам нужно решить на машине. Так вот, что еще я успела заметить, что в этих районах это элементарное даже озеленение. Если вы зайдете в эти уже центровые районы, которые давно построены, это не только те, что я назвала, а это тот же Позджу, вы увидите, насколько это зеленые районы, и они приятные. Там есть парки, маленькие, большие, какие угодно, да. В основном маленькие, конечно, если говорить это о Мерсине. Но тем не менее, там есть детские площадки, там есть прогулочные места. Причем весь город зачастую стекается именно туда, к набережным, потому что погулять в красивом месте каждому хочется. Соответственно, там очень много кафе, магазинов, химчисток, прачечных, поликлиник и так далее. Можно продолжить по списку. Плюс ко всему, базары там расположены, честно вам скажу, намного чаще по расстоянию, они намного ближе друг к другу, чем даже у нас в районе Соли-центра. И это ведь очень удобно для рядовой обычной жизни, да, которой вы собрались жить, когда у вас все под рукой, когда все в пешей, в шаговой доступности. Это очень удобно. Пока по этим критериям хорошие старые дома, они в выигрыше напротив новых. Потому что сейчас новая застройка, например, она очень сильно развита в том же Агдениз-Махалесе, где я живу. Здесь практически очень много, почти все дома новые, очень мало старых домов. Я говорю про район Ени-Шехир, начиная от 13 от 17 улицы. Там много новых люксовых домов, но, к сожалению, похвастаться тем, что у них все в шаговой, в пешей доступности, не могут они, эти районы. Почему? Потому что элементарно с 17 улицы, чтобы пешком пройтись до того же форума, у вас уйдет как минимум полчаса. Поверьте мне, я засекала, я проходила. Это мне было интересно. Я нисколько не хочу умалять значимости новых районов, новых построек, но вот так вот есть. И что я хочу сказать, что придется подождать еще точно лет 5, пока они обрастут собственными, скажем так, объектами инфраструктуры. Это долго. У вас успеют вырасти, как говорится, дети, там пойдут в школу, уже когда будут заканчивать школу, только-только ваш район придет в нормальный вид. Если это вас устраивает сейчас, если у вас есть машина, то да, как бы спору нет. Но не у всех она есть, и не все готовы терпеть столько лет, чтобы район у тебя превратился в очень хороший и обжитой. Это то, что касается локации. Пойдем дальше. Давайте ближе к дому, как говорится, насчет территории. Что я успела заметить? У многих старых домов, причем именно я говорю не о турецких домах, не об апартманах, а о сите.
Вот если брать сите старые, да, обратите внимание, какая у них территория. Территория зачастую просто шикарная. Во-первых, там очень много места, и она очень зеленая. Просто потому, что они раньше были построены, зелень успела вырасти, расцвести и, как говорится, пустить корни. Просто человеческая натура такова, что мы же хотим пользоваться всем сию минуту, сейчас. Раз уж мы переехали, раз уж мы совершили такой отчаянный шаг, переехали со страны исхода сюда, в Турцию, да, хочется, естественно, самого лучшего здесь и сейчас, чтобы для себя каким-то образом оправдать свой переезд где-то, ну, психологически, возможно. Ну так вот, территория шикарная у старых домов. Я вам сейчас дам вырезку с одного старого дома. Это сите, называется Денис Хан. Денис Хан расположен в Мендересе. И сейчас вы можете просто сами сможете увидеть, какая там территория. Это теннисный корт. Это баскетбольная площадка там. Очень мало новых сите, тех, кому до 5 лет, их можно по пальцам пересчитать, кто может сравниться с Денисханом территорией, а самое главное, близостью к морю, нахождением на первой береговой. Я практически таких домов не знаю. Именно новых, которым до 5 лет. Территория просто шикарная. Причем таких домов, как Денисхан, вдоль побережья, они есть. У них есть территория, я видела это, и в Позжо такие дома есть. Просто надо поискать. Дальше пойдем уже, собственно, к самому дому. Вот здесь уже начинается, скажем так, характеристики самого дома. Во-первых, квадратура. В старых домах, это уже ни для кого, мне кажется, не секрет, что в старых домах квадратура больше. Зачастую она лучше, поверьте мне, потому что там, как правило, квадратные салоны. Я не говорю, что во всех квартирах, но в большинстве очень большие квадратные салоны. У них есть собственная кухня, причем кухня, где она не маленькая, а там есть место и для кухонного гарнитура, и для обеденной группы. Это не сравнить с новыми домами, в которых сейчас очень часто любят делать American Mudfak, то есть салон, совмещенный с кухней. Все равно это имеет свои минусы для меня, например, хотя бы. И гораздо приятнее, когда у тебя салон отделен от кухни все-таки. Никакая вытяжка все равно с этими запахами иногда не может справиться. Если уж вы активно готовите, например, жарите рыбу, ту же самую. Но при этом сейчас выкручиваются в новых домах, я согласна. Делают маленькие комнаты, именно на балконе где-нибудь их размещают, на техническом. Их можно назвать так называемые жаровочные. То есть там устанавливают дополнительную плиту, и там можно готовить пахучие продукты, скажем так, или те, которые долгой термической обработки требуют. Но все равно это... Ну, скажем так, мне больше нравится старый формат, когда салон отдельно, а кухня большая отдельно. Потому что кухня — это сердце дома, на ней можно собраться, поговорить, пообсудить, скажем так, что произошло за день. А если у тебя кухня маленькая, да, ты вынужден будешь размещать этот маленький стол. А если семья, у тебя 4 человека, уже это чувствуется, что это маловато. Ну, это лично мои предпочтения. Может быть, я уже начинаю потихоньку рассуждать как местные. Возможно, это влияние. Но тем не менее. Что я хотела сказать по поводу квадратуры еще. Очень часто я в старых домах замечаю, что комнаты детские бывают достаточно большими. Это не 9 квадратов, как в новых домах, да, там 7-12 квадратов максимум детские. А там они полноценными комнатами, то есть вот буквально вот прям 16 квадратов, 15-16 квадратов, даже иногда 20-квадратные бывают спальни. И это не мастер-бедрум, то есть не хозяйская спальня, а именно детские. Они тоже большие. То есть там спокойно вмещается 2-3
скажем так, ребенка одного пола, еще остается место на письменный стол, и остается место на шкаф, и есть пространство, где еще можно, как бы скажем, пустое пространство, где можно передвигаться. Кстати, теперь давайте перейдем к коммуникациям. Вот в старых домах интересно, раньше газификация, видимо, не так была развита, и многие дома, даже подключенные к газовому отоплению, они предпочитают не проводить это, ну, видимо, может, кто-то экономит, кто-то считает, что это дорого, кто-то привык, и ему достаточно отапливаться кондиционером. Они даже не подключены к газовому отоплению, там нет радиаторов. Поэтому задумайтесь, если вы захотите купить подобную квартиру, задумайтесь о том, что это будут приличные вложения. Во-первых, это будет ремонт, как минимум косметический, потому что квартира старая, в ней жили, в ней есть запахи прежних владельцев, и вы явно захотите освежить квартиру для себя. Во-вторых, вам надо будет провести батареи элементарно и котел газовый. А это как минимум 3-4 тысячи долларов на сегодняшний день. Плюсом, помимо ремонта. Хотя ремонт это отдельная статья, это, знаете, у каждого, у каждого на свой кошелек. Можно обойтись косметическим. Некоторые, я знаю, товарищи наши вообще что делают? Они покупают старые квартиры и просто все отдирают внутри, вплоть до окон, и ставят новые окна. Возможно, не спорю, если, конечно, квартира по очень выгодной цене, возможно, лучше сделать так, если вас эта квартира чем-то очень сильно цепляет, например, локацией своей или планировкой, или еще чем-то. Это вполне себе вариант, который имеет место быть. Часто в старых домах на полу лежит плитка. Либо, если ее нет, это значит, что владельцы предыдущие уже делали ремонт и поменяли плитку на ламинат или паркет. И это данность, то есть если вы не привыкли ходить по плитке, вам придется все-таки делать во время ремонта, сдирать эту плитку и ложить, стелить ламинат. Касательно еще газа, что хочу сказать, если они не заводили газовый котел в квартиру, вам еще надо будет продумать, возможно, придется менять плиту. Если у них старая плита стоит, допустим, неважно, электрическая или газовая, вам явно придется ее поменять, потому что хозяева, скорее всего, пользовались баллоном. Здесь это очень распространено. И как бы нормально люди к этому относятся, они пользуются газовыми баллонами в квартире. Очень больной вопрос, как в старых домах, так и в новых домах, это электричество. Электричество, я тут, конечно, не особый эксперт, не сильна, но что я поняла, это точно. Во-первых, могут элементарно не докладывать провода в новых домах. В старых, скорее всего, вы вряд ли с этим столкнетесь, потому что владельцам не хватало этих проводов, и они, скорее всего, их проложили. А если не проложили, то все, придется это вам прокладывать. Так было и у нас. Нам забыли проложить провод в один из малых санузлов, турецкий санузел. Нам забыли провод проложить, у нас там не было электричества. И нам пришлось самим прокладывать туда провод. Это еще не вся беда. Элементарно иногда отсутствуют вот эти самые нужные двухжильные, трехжильные провода, которые вам придется все это заменять. Это кошмар. Помимо этого, многие электрики, скажем так, русскоговорящие, отмечают то, что здесь вообще проблемы с заземлением. То есть его просто нет иногда, зачастую. Ну, как бы просто его нет. Я не знаю, как это, но вот его нет. Помимо всего прочего, они предохранители, например, не ставят, а просто автоматами обходятся. И это во всех абсолютно домах. Новые, старые, везде так. Я вот вчера смотрела одну квартиру старую, в старом фонде, и там та же ерунда, там стоят эти автоматы маленькие, да, которые ничего не тянут. Ты элементарно захочешь поставить себе мощную плитку электрическую, да, ну, допустим, не захотел ты газовую, ты поставил электрическую плиту. Ты не сможешь ее включить, она просто у тебя не включится, потому что... Не знаю, для меня это, конечно, загадка, почему здесь такой напряг вообще с прокладкой проводов, такое впечатление, что они просто не знают, что можно сделать по уму. А может быть, это просто дорого. Я не думаю, что, может, люди не знают, но может, это просто для них дорого, и они не заморачиваются по этому поводу. Если есть газовый баллон, допустим, газовая плитка, то такого экстра-супер-ординарного чего-то тянущего электричества очень много, да, пожирающего. Ну, нет, кроме кондиционера до холодильника, наверное. А они, в принципе, едят, я думаю, что, ну как, холодильник немного потребляет особо. Кондиционер, да, там зависит. К водоснабжению перейдем.
Вода здесь, да. Здесь интересный пункт. Я бы вот вам советовала, если вы сейчас в поиске квартиры или собираетесь менять свою квартиру и рассматриваете старый фонд, нужно смотреть абсолютно все, не надо стесняться. Нужно заходить в ванную и просто открывать воду. Потому что вот вам один моментик интересный. Была я в старой квартире на последнем этаже. И там элементарно, вы знаете, они поставили насос в кухню. Представляете, да, они специально установили насос в кухню, потому что их старый насос в доме, он не справляется, и у них вода тупо может не доходить до их этажа. А это на минуточку всего лишь 7-й этаж. То есть у них не предусмотрен насос, он воду не доставляет до 7-го этажа. И вот люди вынуждены были вот это вот колхозить себе внутри, да, они ставить какой-то насос, но они честно об этом предупредили, да, спасибо, сказали, что насос установлен, и как бы вода вот так поступает. Открываешь кран, а там льется вот такая петелечка. Нормального напора вы не дождетесь. И вот это вот тоже для меня, блин, большой вопрос. Еще что я бы советовала вот в старом доме, ну обязательно надо смотреть на это. Зайдите в ванную, причем в ванную, которой вы наверняка будете пользоваться часто. Смойте унитаз, посмотрите, как смыв идет. Наберите чуть-чуть воды, попросите, можно ли в ванну набрать воды там в поддон, да, я не говорю в ванну, я говорю в поддон. Включите и посмотрите, как вода стекает, потому что это ведь тоже затраты. Скорее всего, я думаю, что многие местные люди, они не заморачиваются с, скажем так, с усовершенствованием своего жилища. Как есть, так есть. И, возможно, вам придется сантехнику даже вот эту всю менять, а это опять деньги. То есть, когда вы смотрите и выбираете между старым и новым домом, это вот этот момент есть. Я не говорю, что это есть во всех старых домах, но встречается и очень часто. В целом, вот я что хочу сказать. Когда ты заходишь в старый дом, да, ты сразу чувствуешь его историю, его атмосферу. И она складывается из таких незначительных вещей, да, допустим. Но все равно об этом нужно сказать. Запах. Просто запах. Вот вы заходите в подъезд старого дома, да, и частенько там такие стены уже пошарпаненькие. Все это зависит, конечно, от юнитима, ну, управления, скажем, которое домом управляет, насколько он дисциплинирован, насколько он порядочен. Вот эти моменты скрыты от глаз, но надо их все-таки учитывать. Давно ли покрашены стены по периметру внешнему? Давно ли покрашены стены по внутреннему периметру? Это вам очень много скажет о том, как работает юнитим, во-первых, а во-вторых, о ваших соседях. Когда вы заходите и видите пошарпаненькие стены по периметру, они все такие пошарпаненькие, вы сразу можете сделать вывод, что здесь люди живут не намеренные тратить лишнюю копейку на вот это вот все украшательство. А это что значит? Что вы столкнетесь с проблемами, если вы вдруг выдвинете инициативу свою по улучшению дома, внешнего вида дома. Второй момент, вот как вы можете определить работу юнитима. Посмотрите на состояние бассейна на территории. Он много вам скажет, элементарно чистый он или нет. Есть ли там вкручены ли там лампочки. А посмотрите на душевые, пользуются ли ими, не разбиты ли они. Это о чем говорит? Что вы сможете пользоваться бассейном каждый год. Еще один момент, как работает юнитим. Вы заходите на территорию сите, да, с ворот. В нормальных сите всегда на пропускном пункте сидит охранник. И сидит охранник не просто так, за ним еще куча мониторов, которые действительно работают, видеонаблюдение. Да, я не спорю, вы за это будете платить, но это того стоит. В новых домах зачастую, вот сколько бы я ни ходила, очень редко бывает, что в действительно хороших домах, где хороший юнитим, что сидит охранник хотя бы. А вот вчера я была в одном доме, было классно, там сразу видно, что управляющий очень следит за территорией. Вы с ворот заходите, вы видите, что охранник сидит. Охранник не просто сидит, он интересуется, к кому вы пришли, прежде чем пропустить вас, и выясняет все досконально.
Зашли вы на территорию Сите, посмотрите, подстрижена ли трава. Это очень много говорит о Юнитиме и о КПГ вашем, о том, как они быстро будут решать ваши проблемы. А проблемы могут быть действительно, от этого никто не застрахован. Может засориться раковина, там, боже мой, с котлом что-то случится, там, протечь что-то. И вот такие вот моменты надо будет очень быстро ликвидировать. А если у вас нерадивый КПГ или Юнитим, вы очень долго будете ждать это все. Оно вам надо. Ну, как бы хочется купить за свои деньги то, что вам действительно по душе, то, что вам принесет удовлетворение. Что ваши деньги вложены не зря. Идете вы по двору, двор, как правило, здесь выложен плитами. Посмотрите, насколько плиты чистые, ну, как бы не валяется ли мусор, не разбиты ли фонари по периметру, насколько озеленена территория. Это тоже очень важно, это многое говорит не только о качестве дома, но и о качестве управления им. Из вот таких вот мелких нюансов очень много складывается, знаете. Еще один такой лайфхак интересный. Когда вы соберетесь покупать жилье у моря, обязательно смотрите на оконные, скажем так, проемы. Они могут очень много вам сказать о том, есть ли влажность в этом жилье. Обязательно посмотрите внимательно, есть ли подтеки, какие оконные проемы, отскрябывается ли, отшкалупывается ли краска. Вот я вам сейчас один отрезок из одного видео покажу. Там сразу видно, что с проблемой с влажностью. Ну, это неизбежно, потому что этот Сите прямо у моря находится. Ну, это видно. В квартире, например, год никто не жил, и уже такая катавасия с краской творится. Еще один интересный нюансик, который я хотела отметить. Во многих новых домах, вы знаете, мне не совсем нравится. Чувствуешь себя как в аквариуме. Я видела один дом в Енишехире, где одна стена вообще полностью стеклянная. Ну, как бы, может, кому-то это нравится, но, не знаю, это явно не мой вариант. В старых домах мне нравится, что окна небольшие. А что значит небольшие окна для хозяйки? Это то, что элементарно вы сами сможете их помыть. А не надо будет звать на помощь девушку какую-нибудь, которая вам просто окна помоет. Я никогда раньше с такими окнами не сталкивалась. И самый большой минус от этого, знаете что? Когда большие очень окна, особенно в спальнях, они поддувают. Так или иначе, они поддувают. Как бы хорошо вы их ни делали, они разбалтываются от того, что вы постоянно проветриваете же. Здесь невозможно не проветривать квартиру. Вы постоянно ее проветриваете, то есть вы ее открываете, она ходит, она разбалтывается. И постоянно оно поддувает именно в зимние месяцы, когда холодные ветра начинают с гор дуть, поддувает прям в голову. И вот это вот меня, например, вообще не устраивает. А в старых домах, я вот обратила внимание, окна намного меньше. Окна же дешевле, чем стену выложить, правильно? Соответственно, вот они делают здесь здоровые окна, которые, честно, ну только иногда вредят, портят вид даже. Ты не чувствуешь себя немножко в безопасности. Ну, может, это мое личное такое ощущение, да, но вот когда ты как в аквариуме находишься, когда две стены, я видела такие квартиры, где две стены — это окна сплошные. На третьей стене дверь еще стеклянная, и ты в этой комнате чувствуешь себя, как вот, знаете, рыбка в аквариуме. У тебя нет приватности. И ты вынужден, если хочешь приватности какой-то, да, 3 слоями штор закрывать эти окна. Когда элементарно ты хочешь неглиже походить, но ты не можешь. Тебе надо, я говорю, 3 слоя штор повесить, чтобы соседи не обсуждали твой внешний вид. Ну или хотя бы внешний вид твоих детей. Вот, например, у меня дети, они часто любят неглиже побегать. Потому что, ну, это жарко же, действительно, а мне не хочется, чтобы кто-то смотрел на них с окна и видел все, как бы, их во всей красе. Вот что еще хотела один момент прояснить. Здесь в Мерсине интересная ситуация. Если Сите хорошее, хоть и старое, с хорошей территорией, с отличным управляющим, оно будет стоить наравне с Сите новым. То есть год-два, которому точно таким же, хорошему, у которого хорошая территория, у которого есть искан и все дела, оно будет стоить не меньше, потому что оно по локации выигрывает.
И это не касается того жилья, которое, например, среднего уровня и классом ниже. В старом фонде такую вполне себе среднего уровня квартиру можно купить в принципе дешевле. И если постараться, можно поискать, даже найти процентов на 20 дешевле, чем в новом фонде точно такая же квартира. Еще один момент, который хотела, кстати, осветить, это бочки на крыше. Вот это такой момент, который не стоит сбрасывать со счетов. В некоторых новых домах бочки ставить запрещают. Да-да. Сейчас я все больше сталкиваюсь с этим, когда смотрели квартиры, что во многих домах запрещают ставить бочки. Я понимаю, что да, бочки внешне, они выглядят не очень презентабельно, но, как оказалось, это очень удобная вещь. Мало того, что она позволяет вам экономить газ, если у вас газовый котел, это позволяет вам экономить на подогреве воды. В бочке всегда вода нагревается, потому что здесь солнечных дней очень много. И пасмурные дни бывают очень редко. Даже в не очень солнечный день, скажем так, переменная облачность, когда бочка успевает нагреть воду до 35 градусов как минимум. А это уже нормально, в принципе, помыть руки, там помыться как бы относительно неплохо, я считаю. 35 это мало. Как правило, она всегда горячее температуры тела. Это уже значит больше 37 градусов. То есть это, в принципе, посуду помыть всего хватает. Нежели чем, если у вас не будет бочек, да, как в новых сите, и у вас нету газового отопления, то единственный выход у вас это проточный водонагреватель, либо бойлер на балконе поставить на всю квартиру, которая питает все краны в квартире. Еще один нюанс, который очень неочевидный с бочками, да, в Мерсине бывает отключение воды. Они бывают, случаются, потому что у нас, например, воду отключали за то время, что мы живем, 2 раза. Да, 2 раза отключали воду. И причем так надолго, знаете, ее не было 1 раз всю ночь. Вечером ее отключили к часам к 9 или к 10 вечера, ее отключили, ее не было всю ночь. И утром ее подключили к 8, наверное. А 2-й раз нам отключили после обеда, где-то часа в 4 дня, и воды не было до 9 вечера. Но, как потом нам объяснил КПГ, что здесь же много очень новых домов строится, и они какую-то трубу прокладывали к тому дому, который прямо возле нас построился. Поэтому воду отключали так надолго. Знаете, что, вот, допустим, не успели вы набрать воды и отключили воду. Бочки вас спасут, потому что в бочках запас большой воды. Смотря какая у вас бочка, там 40 литров, 60 литров. Этой воды вам прекрасно хватит попить чай. Извините, но сходить в туалет, даже скупаться, принять душ, вам хватит этой воды. Так вот, это неочевидный плюс старых домов, да, ну и не только старых, в новых домах тоже кое-где разрешают эти бочки ставить, но в большинстве там сейчас они как-то движутся к тому, чтобы отказаться от этих бочек. Хотя очень зря. Мы, например, вынуждены были поставить бочки, потому что у нас была катавасия с газом. Я уже об этом в своих предыдущих первых видео рассказывала. Если хотите, можете посмотреть. Я сейчас найду ссылочку, вот здесь вставлю. И поэтому бочки для нас были просто спасение. Это была горячая вода всегда. Ну вот правда, они за день так нагревались, это был кипяток. И нам хватало принять душ всей семьей, попить чаю, сделать все свои дела, как говорится. И до сих пор, знаете, мы пользуемся бочками. Кстати, мы установили ванную в одну из ванных комнат, потому что дети у нас любят плескаться в ванной, а в душевой все-таки это сложно мыть детей. Они скользят там и так далее, очень не любят, потому что вода летит во все стороны. Все-таки ванная, кювет, как здесь называется, она банье кювет, это удобнее намного с детьми, и мы установили ванную. Если вам интересно, я могу снять про это видео, где мы брали ванную, как ее устанавливали, сколько это обходится в эквиваленте потребления. Пишите в комментариях, я тогда сниму видео. Ну что ж, вот в принципе и все, что я хотела сказать по этому поводу. Если у вас есть какие-то дополнения, то обязательно откомментите это видео. И давайте с вами пообщаемся на эту тему, мне будет очень интересно. Спасибо за то, что вы смотрите мой канал. Подпишитесь, пожалуйста, на него, если не подписались, поставьте лайк, а по возможности пошлите это видео своим друзьям, которые собираются переезжать, или знакомым, которые собираются сюда переезжать. Это будет очень для них полезно.
хотя бы для себя иметь уже в голове некоторые установки. Спасибо за просмотр. Всех люблю, целую. Пока-пока.